Усім вітання, друзі! Мене звати Ігор Гаврищак. Це традиційно YouTube-платформа 24 каналу. У нас пряма трансляція. Сьогодні 7 листопада. Відразу вас попрошу, будьте активними, ставте свої лайки. Хто не підписаний, підпишіться, будь ласка, тому що таких достатньо є, які регулярно дивляться YouTube 24, але не підписані. Ну і, звичайно, коментуйте і діліться нашою розмовою. А я радий вітати в четвер вечір в Україні. З нами традиційно політолог зі Сполучених Штатів Америки, екс-керівник апарату уряду Азербайджану Раміс Юнус. Господин Юнус, здравствуйте. Вітаю вас, дякую за запрошення. Рад вас видеть в добром здравии. Приветствую всю нашу многоуважаемую аудиторию. Слава Украине. Героям слава. Хочу вас поздравить. Многие могут подумать, что это поздравление с тем, что состоялись выборы президента Соединенных Штатов Америки. Но нет, 3 дня назад у господина Юнуса был день рождения. Давайте поздравим. Кто хочет, может в комментариях написать пожелания. Ну и вас приветствую вас и желаю вам здоровья, господин Юнус. Большое вам спасибо, дорогой. Очень приятно всегда получать поздравления. Вдвойне это приятно получать это от человека, с которым я уже долгие годы работаю. И особенно приятно, что это украинец, и меня смотрит Украина, которая сегодня пишут мне тысячи людей, поэтому вот благодарю вас за это. И есть возможность поблагодарить всех заодно. Тысячи людей, которые мне пишут и поздравляют. 65 лет – это какая-то такая веха, юбилейная дата. Я очень надеюсь, что мой следующий день рождения мы будем отмечать в миролюбивой Украине. Война закончится, и она закончится так, как мы все ее хотим завершить. И она завершится именно вашей победой. И именно так, как мы хотим ее. Это самое лучшее пожелание на следующий мой день рождения, который я себе желаю. Лучше и не придумаешь. Господин Юнус, как вы считаете, то, что 47-м президентом Соединенных Штатов Америки стал Дональд Трамп, это подарок к вашему дню рождения, это разочарование, или как вообще оценивать такую серьезную победу? Потому что, мне кажется, даже сам Трамп и его окружение не ожидали от того, что он так уверенно будет побеждать на выборах. Кроме того, мы знаем, что и в Сенате, и Нижняя палата представителей тоже за республиканцами. Фактически вся власть будет в Дональда Трампа. То, как он хочет, и то, как он любит. Ну, во-первых, ко мне это не имеет никакого отношения, потому что я стараюсь всегда вести себя неангажированно и независимо. Официально я независимый человек, я не поддерживаю ни республиканскую, ни демократическую партию. Я его даже в анкетах, когда там здесь регистрируюсь, там иногда там есть вопрос, я пишу, что я independent, то есть независимый, да, то есть я не поддерживаю ни тех, ни других. По взглядам своим я больше консерватор, то есть мне ближе, конечно, идеология республиканской партии, но та, которая была заложена отцами-основателями, так скажем, да, а сегодня и многие республиканцы, уже не те республиканцы, последним таким республиканцем, которого я знал лично, это был Джон Маккейн, покойный, я с ним лично был знаком, а если мы спрашиваем президентом, последним таким президентом был Рональд Рейган, да, поэтому в республиканской партии, если рейганисты, точно так же. Вот. Что касается демократов, они вообще никогда не были мне близки, потому что я всегда, те ценности, которые они проповедуют, то есть вот в этом, то есть это не то, ради чего люди стремились в Америку. Да, Америка все-таки капиталистическая страна, но все хорошо в меру, да, например, мне ближе, например, по духу это скандинавские страны, так скажем, да, вот в Скандинавии как раз-таки очень серединка какая-то, да, поэтому сегодня, когда говорят по уровню жизни всех в мире, десятки как раз-таки эти страны, и Финляндия, и Швеция, и Норвегия, и Дания, вот эти страны, они идут там особняком, да. Вот, но Америка все-таки страна иммигрантов, и поэтому есть вопросы, которые иногда есть среди демократов, которые бывают близки мне. Например, то, что они там выступают вот, касательно абортов, это мне ближе позиции демократов, потому что это не дело государства влезть, решать за женщину, рожать ей ребенка или не рожать. Это ее собственное решение, распоряжаться своим телом. Государство не имеет морального права вмешиваться в эти дела, с моей точки зрения. Вот, но с другой стороны, я против однополых браков, я против всего того маразма, который проповедует вот эти современные либеральные идеи. Вот это совершенно не совпадает с моими традиционными взглядами. Поэтому здесь мне ближе как раз-таки консерваторы. Но с другой стороны, я вижу, врут и те, и другие сегодня налево-направо, поэтому лучше оставаться в середине.
А если ты эксперт, ты должен вести себя как врач, а врач лечит и тех, которых любит, и тех, которых не любит, разных, и не должен выражать свое мнение личное, он должен ставить диагноз. Вот поэтому я не знаю, насколько у меня получается, стараюсь быть с вами искренним, и поэтому я не шел на эти выборы, потому что Камала Харрис, она официально сказала, что она, ну, из ее слов следует, что она враг Азербайджана, потому что она полностью поддерживает агрессию Армении против Азербайджана все эти 30 лет. Вот, и она уроженец Калифорнии. В ее ближайших подружках ходит Ким Кардашьян, которая на ее предвыборную кампанию 100 миллионов собрала. И как вы думаете, этнический азербайджанец, уважающийся этнический азербайджанец, любящий Азербайджан, свою родину, ни один азербайджанец за нее голос никогда не даст. Точно так же, как и Джо Байден, да? Он один из лидеров армянского кокуса, да, и проармянский центричный, да, так сказать, президент. Но она намного похуже, потому что она уроженец Калифорнии. Поэтому за нее я однозначно голосовать не мог. А что касается Дональда Трампа, то мне непонятна его позиция касательно Украины. Вот, и те заявления, которые он делал, они меня как-то не устраивают. Поэтому, чтобы не участвовать, а я выхожу на ваши эфиры, и, как вы сами понимаете, я поддерживаю вас, и в первую очередь я поддерживаю международное право, которое сегодня на вашей стороне. То есть правда сегодня находится на стороне Украины, так же, как она находится на стороне Грузии, так же, как она на стороне Молдовы. Мое критичное отношение к правительству Грузии вы знаете. Из-за Михаила Саакашвили я больше поддерживаю его. Но при всем при этом я поддерживаю территориальную целостность и суверенитет Грузии. В Молдове я критично отношусь к Майе Санду, но я поддерживаю территориальную целостность и суверенитет Молдовы. Приднестровье – это территория Молдовы. Точно так же, как и отношусь я к вашей проблеме. Да, и поэтому я с вами в одном окопе. Если кто-то, какой-то политик говорит что-то не так или будет стараться, во всяком случае, заявляет о том, что это будет в ущерб той же Украине, я не хочу участвовать в этом мероприятии. И несмотря на то, что я не буду голосовать за Камалу Харрис, из двух зол меньше, если так сказать, это меня не устраивает, чтобы я спокойно, с чистой совестью выходил на украинскую аудиторию, чтобы меня никто... Вот я люблю Азербайджан, и поэтому я не голосую за нее, а как же Украина. Поэтому честнее будет мне лично, во всяком случае, не знаю, как другие, это каждый отвечает за себя в этой жизни. Поэтому я не пошел на эти выборы, поэтому для меня нет никакого подарка. Другое дело, я могу дать вам ту экспертизу, которая вас интересует, и с моей точки зрения рано еще что-то говорить, не надо паниковать по той простой причине, что вы точно будете знать, что такого, что было, уже больше не будет, то есть шаг вперед, 2 шага назад, то есть или вам, Дональд Трамп, он из этой категории, я так понимаю, что или он не будет поддерживать вообще, он не будет имитировать, да, оргазм, как это имитировали демократы, то есть шаг вперед, 2 шага назад, да, вот. Или он будет поддерживать 100% вас, или он не будет 100% вас не поддерживать. То есть два варианта, да, то есть он не тот человек, да, чтобы вот так юлить, мы это знаем. Поэтому надо посмотреть, что он будет делать, потому что у него была встреча с президентом Зеленским, закрытая встреча. Никто на эту тему никто ни слова не сказал. Ни он и ни президент Зеленский молчат. Президент Зеленский своим таким доброжелательным твитом лишний раз показал, что он готов работать. И он подчеркнул, что там касательно тех договоренностей, которые были при их личной встрече. И там ключевая фраза, я так понимаю, это «мир через силу». Вот теперь самый главный вопрос, на который все ждут ответ, что означает «мир через силу», который озвучил президент Зеленский, и то, что предложил ему Дональд Трамп. То есть, как американцы и лично Дональд Трамп будут демонстрировать эту силу. И вот только после этого и нам, экспертам, вам, журналистам и в целом гражданам Украины, и всем тем, кто поддерживает Украину, будет тогда понятно, то есть те решения, которые планирует принимать президент Трамп в этой ситуации. Поэтому сегодня... А то, что за 24 часа, за 48 часов и за неделю он эту войну не остановит, это никто же в этом не сомневается. Это предвыборная риторика для того, чтобы прийти к власти. Не устаю повторять известные слова Бисмарка. Никогда так много не врут, как во время выборов, перед выборами, во время войны и после охоты. То есть, поэтому то, что столько лжи мы услышали во время этой предвыборной кампании, это почти 70-80% того, что они говорили, это неправда.
И если Трамп хотя бы 10-20% того, что он обещал, сможет реализовать, это уже будет неплохо для него, как для президента, да, особенно касательно внутренней политики, хотя бы в первую очередь той же иммиграционной тематики, да, потому что именно на иммиграционной тематике он в первую очередь и пришел к власти. Вот. А во внешней политике он в своей победной речи во Флориде заявил о том, что он остановит все войны, то есть и ближневосточную войну, и российско-украинскую войну. То есть ему вообще не хочется воевать ни с кем. Вот. Но если ему на Ближнем Востоке это легче будет сделать, потому что там противником того же Израиля является Иран, а Иран это не Россия и не ядерная держава, и с Ираном легко можно разобраться американцам, особенно учитывая, что в Израиле находится непосредственный союзник Дональда Трампа, его личный друг Бенджамин Нетаньяху. Вот. А в России и в Украине у него друзей нет. И сказать, что у него близкие партнеры, тоже нельзя сказать, потому что и там находятся президенты, которые сегодня в этом противостоянии, в этой войне дошли до такого состояния, что не каждый из них не собирается отступать. Поэтому это очень будет сложно. По сравнению с ближневосточным конфликтом, российско-украинская война, она намного сложнее. И ее ни за один день, ни за 2 дня, ни за 7 недель решить невозможно. Здесь нужно какое-то такое решение, с которым придется всем считаться. То есть или Украине он должен сделать предложение, от которого Украина не сможет отказаться, или он должен Россию поставить в такие условия, с которыми России придется считаться. Вот. Поэтому давайте подождем и не будем торопиться и не паниковать. И рано или поздно это все будет расшифровываться. И тем более ваш президент не тот человек, который будет молчать. Вот вы видели все 2,5 года этой войны. Он говорил всегда все открытым текстом. В последнее время, запомните, посмотрите, как он критиковал даже уже нынешнюю администрацию. Вот. И это говорит о том, что он готовился, может быть, к тому, что эта администрация уйдет и придет Дональд Трамп. С Дональдом Трампом, как мы отметили уже, что у него была конкретная встреча, и он довольный остался этой встречей. Но вот теперь посмотрим, как итоги этой встречи, они будут реализовываться. Может быть, они и говорили, вот я сделаю то-то, то-то, то-то. Только если тебя это устраивает, вполне может быть, он сказал, вот у меня план победы вот такой-то, да, уже ему анонсировал план победы. Для этого мне надо прийти к власти. Поэтому, если президент Зеленский пока говорит, в общем, довольно доброжелательно, и у него тоже есть какая-то надежда, значит, у него была какая-то беседа. Поэтому все остальное – это спекуляция. Никто сегодня ничего сказать не могут. Базироваться на том, что человек говорил в предвыборной кампании, в экспертизе тоже неправильно, потому что мы понимаем, это во время предвыборной кампании в основном говорят неправду, и все то, что говорят, не будут выполнять. Потому что политика на то и политика, как говорил тот же Черчилль, политика – это тот человек, который скажет точно, что будет через день, через неделю, через месяц. А когда это не произойдет, он точно так же уверенно объяснит, почему это не произошло. Поэтому тот, что обещал на предвыборной кампании, спокойно может сказать, не получается, потому что у меня там в Конгрессе вот это помешали, в Нижней палате, в Верхней палате. И то, что вы говорите сейчас, он получил карт-бланш, да, это получил карт-бланш, но это мизерный карт-бланш, 51-49 Верхняя палата. Верхняя палата – это назначение кадровых составов, послов, министров и всех остальных они будут оттуда пропускать. И не забывайте, что есть законы, которые обязаны принимать филибастером. То есть не 51-49, а минимум 60 должно быть. И поэтому им придется договариваться с демократами. А раз договариваться с демократами, значит, нужен будет какой-то торг и по кадровым назначениям, и по финансам, которые будут решаться в Нижней палате. А в Нижней палате там тоже мизерное преимущество. И точно так же нужно будет наверняка договариваться. И плюс эти темы и Ближнего Востока вполне могут быть. Напомню, как они 6 месяцев бодались, если вы помните. И тема Израиля была, и тема Украины была в том числе. Поэтому, да, Конгресс сегодня как будто бы переходит под контроль республиканской партии. Но это не тот уровень контроля, который нужен для того, чтобы полностью владеть. Если там было бы хотя бы 60 в Сенате, и если было бы 20-25 в Нижней палате преимущество, тогда это было бы полный такой карт-бланш для того, чтобы любой закон, любое решение проталкивать. И плюс Верховный суд, который 6-3 тоже там сторонники того же Дональда Трампа. Но в любом случае ситуация сегодня у него намного лучше, чем она была тогда, когда он первый раз избрался президентом. И учитывая, что он уже набрался опыта, и он понимает, что можно делать уже, чего нельзя делать, он понимает уже, как работает эта система, и где эту систему можно менять, и как ее надо менять, а не так вот так пришел, как словом посудной лавки, как это происходило тогда. И поэтому
такая сопротивляемость пошла изнутри. Я не сомневаюсь, будет большая сопротивляемость со стороны государственного аппарата, со стороны того же Госдепа, потому что я не сомневаюсь, что все демократы уйдут с этого Госдепа, и будет кадровый состав, и не все республиканцы захотят работать, потому что вы видите, как очень многие и не поддержали того же Дональда Трампа в самой республиканской партии, и даже не пришли на съезд республиканской партии. Поэтому здесь очень важно, как все это пройдет, как команда придет, как эта команда начнет расставлять кадры, ключевые кадры. Напоминаю, точно так же все боятся того, что он Пентагон разгонит, разведку разгонит, FBI разгонит. А кого он на их места будет сажать? И если у него в таком количестве кадры, которые достойно это могут заменить в условиях вот этой турбулентности, которая есть по всему миру. И здесь очень важно, чтобы работали бы специалисты, да, поэтому это не такой легкий вопрос, тем более, когда ты говоришь о том, что make America great again, это great again, это хорошо на словах, да, а как в реале это выполнять будут живые люди, и их тысячи должны быть, и это кадры, и эти кадры должны не только принадлежать твоей партии, а в твоей партии тоже разброд и шатание, да, не все поддерживают тебя, и тот же, посмотрите, да, и Джордж Буш хотя бы ее и поздравил, на съезд не пришел, Дик Чейни тоже против него, а все те, которых он поувольнял, когда работал в первой каденции, никто с ним снова работать не захочет. Поэтому это очень важные моменты, как он решит эти кадровые вопросы точно так же, кого он посадит на ближневосточном направлении, кто будет у него на украинском направлении, на постсоветском пространстве, кто будет вообще госсекретарем в этой тематике, кто будет министром обороны, разгонит ли он этот генштаб, все эти рода войск, откуда он найдет такое количество генералов. И как бы вот эта фраза о том, что мне нужны генералы такие, как Гитлер, ну, то есть он говорит, что он этого не говорил, то, что это в публичной плоскости бросил один из его ближайших союзников, то есть бывший руководитель его аппарата, да, генерал, опять же, да, насколько это правда, неправда, будет зависеть от его действий, да, если он это сделает, значит, это правда, а если он этого не будет делать, как он будет работать со всем этим аппаратом. Понимаете, я как человек, который работал в аппарате, я знаю, что такое аппарат это для такой маленькой страны, как Азербайджан. А для Америки, которая является лидером на планете, хочет стать лидером на планете, это огромное количество людей, которые будут работать не только внутри страны, они будут работать по всему этому шарику. И поэтому эти риски и вызовы, которые стоят перед Америкой как внутри страны, так и вне, они требуют очень такого системного подхода, кадрового подхода. Вот, поэтому тут здесь надо правильно распорядиться этим всем. А когда дойдет тема Украины, вот тогда он и будет этим заниматься. Поэтому эти разговоры о том, что через день, через два, это просто разговоры. Да, я не сомневаюсь, что у него будут какие-то звонки до 20 января и с Владимиром Путиным, и с Си Цзиньпинем, и с Владимиром Зеленским, и с другими лидерами, и с НАТО, и Евросоюз. Несомненно, да, потому что уже зачем ждать 20 января, нужно будет именно этим заниматься. Я думаю, он встретится и с Байденом, и Байден обязан будет ввести его в курс всей той секретной информации, которой он, может быть, не обладает. Несмотря на то, что он бывший президент, и ему дают необходимую информацию, да, но есть предел этой информации, которую знает только президент. И поэтому, я думаю, вот именно для этого тоже он должен ознакомиться. Он должен реально посмотреть, что происходит на поле боя, как это война. То есть все то, что знает сегодня Джо Байден, и наверняка должен знать и Дональд Трамп, и тогда вот он должен будет принимать решения. И вот это ключевое решение о том, что мир через силу, и рано или поздно, ну, раньше 20 января мы ничего этого не услышим, а после 20 января начнутся вот эти кадровые назначения, первые решения. И тогда можно будет о чем-то говорить. До конца года, я думаю, вы получите все то же оружие, которое анонсировал тот же Джо Байден. Вот. Я не думаю, что Дональд Трамп сторонник того, чтобы с Украиной произошла такая же ситуация, как это произошло с позорным бегством американцев из Афганистана. И это тыкали в глаза тому же Джо Байдену. И это как раз-таки тот же Дональд Трамп, в принципе, организовал. Да, он же принял это решение, но исполнять пришлось Джо Байдену. И поэтому это обернулось таким фиаско для Джо Байдена. И если он поступит похожим образом с той же Украиной, я не думаю, что политический истеблишмент США и половина этой страны, которая голосовала против, и опять же в Конгрессе в огромном количестве есть большая поддержка двупартийной той же Украины, и
в стане республиканской партии в том числе. И я не думаю, это так очень сильно понравится. И ему это захочется в этой ситуации вот проходить через это. Поэтому ему придется разруливать эту ситуацию очень ювелирно, грамотно и использовать все рычаги возможностей, которые у него в принципе есть. Ну, проявит ли он политическую волю или нет. Ну, во всяком случае, его отличие от Джо Байдена в том, что он на самом деле человек поступка. Да? Ну, это поступок может быть в сторону плюса и в сторону минуса. Поэтому здесь надо вести себя не так, как он это делал в первой каденции. Надеюсь, что у него опыта побольше, с кадрами он тоже поступит правильно, и он поймет, насколько эта тема очень важная, и ее так с кондачка ее не решишь. Вот. Эта тема даже посложнее, чем тема взаимоотношений с Китаем. Я думаю, он на внешней арене первый начнет с того же Китая, потому что это экономическая тема. Я не сомневаюсь, что он это 65% сразу вводить не будет. Он сначала будет разговаривать со всеми, и с тем же Си Цзиньпинем. И он предложит ему вот свои условия. Посмотрим, как прореагирует на это Китай и во что это выльется. Потому что Дональд Трамп не захочет сразу объявлять торговую войну тому же Китаю, потому что Китай – это не Россия по всем своим показателям. И если Россия с Соединенными Штатами Америки не завязана была так экономически, как она завязана была с Евросоюзом, поэтому Евросоюз, посмотрите, как ведет себя с этими санкциями, да, медленно, по сегодняшний день еще не все там прикрыто, то Китай – это 1,5 триллиона вместе с Соединенными Штатами и с Евросоюзом. И этот товарооборот. Поэтому это может быть стрелять себе в ногу. Можно наказать этот Китай, да, по многим моментам, включая эти же тарифы. Но можно в этот момент сделать плохо и своим союзникам непосредственно в НАТО, в Евросоюзе, и здесь по потребительскому рынку, здесь в Соединенных Штатах Америки. Поэтому заявить можно много хорошего, да, но когда будет работать в предметной плоскости, и Китай не тот мальчик для битья, который будет молчать, он же тоже будет сопротивляться. Россия, вы же видите, как сопротивляется тому же Евросоюзу. А Китай – это не Россия, значит, и Китай будет сопротивляться. И это тоже бабушка надвое сказала. Поэтому здесь наверняка тоже должна быть какая-то сделка. Поэтому я думаю, вот резюмирую, да, на внешней арене он в первую очередь начнет с темы Китая, на внутренней арене он в первую очередь начнет с иммиграционной тематики. А все остальные он будет решать степ-бай-степ, и я не думаю, что он будет торопиться. Потому что эти вопросы торопясь не решить. Потому что ни президент Зеленский, ни президент Путин так легко от своих позиций отказываться не будут. Господин Юнус, внесем объяснение, потому что вот мы в начале разговора поздравили вас с днем рождения, и сейчас вот в нас в чате пишут и спрашивают, а пан Юнус республиканец? И да, кто-то отвечает, да, республиканец. Нет, господин Юнус не республиканец, он не за демократов, не республиканцев. Верно? Я не республиканец, я скажу это, а то скажут, что это вы сказали. Я официально заявляю, я никогда не был членом республиканской партии, я никогда не был членом демократической партии. С первого дня приезда моего в Америку, это уже 23 года, я все время был независимым человеком. Я считаю, это правильная позиция. Я иду на голосование. Да, последний раз я голосовал на выборах Барака Обамы и Джона Маккейна, и я голосовал за Джона Маккейна, потому что этого человека я знал лично. Я с ним встречался несколько раз, он помог мне в моей личной судьбе. И после этого я на выборы вообще не ходил, потому что все те выборы, которые потом происходили, меня не устраивали ни кандидатура, ни кандидат от демократов, ни кандидат от республиканской партии, точно так же, как это было и в нынешнюю каденцию. Поэтому я хочу, чтобы зрители знали и поменьше спекулировали на эту тему. Господин Юнус, вот сегодня Путин, выступая на Валдайском дискуссионном форуме, собрании, клубе, он сказал следующее, что он, во-первых, поздравил Трампа с победой, он назвал его, что он мужественный, вспоминая вот покушение на его жизнь, и сказал, что он не против с ним разговаривать и не против, чтобы Трамп его набрал. Он говорит, что ну вот мне раньше звонили-то, а потом перестали. Ну не хотят, так не хотят. И вот также Трамп дал интервью, что он готов иметь какие-то контакты с Путиным. Насколько есть эта угроза, потому что вот тоже сегодня Мэтью Миллер сказал, что они будут приветствовать желание Зеленского сесть за стол переговоров. Ну, знаете, помните, тот же Дональд Трамп говорил о том, что он обвинял Джо Байдена в том, что тот отказывается встречаться с президентом России. Вот, и сказав это, он, значит, должен поступать наоборот, да, и я так понимаю, по его харизме, по его психотипажу он именно это и будет делать. Поэтому то, что сейчас муссируется очень много о том, что они будут разговаривать по телефону и наверняка еще договорятся встретиться, это, несомненно, будет так.
И то, что они сейчас дипломатично стараются уйти от этой риторики, которая, что, и так, вы же знаете, во время всей предвыборной кампании и вообще всей каденции Дональда Трампа всегда его обвиняли в том, что он с большим пиететом относится к президенту России. И тот точно так же взаимно ему этим отвечал. Да, и поэтому никто не поверил тогда, когда президент России сказал, что нам ближе Камала Харрис. Да, то есть это, и даже Дмитрий Песков так улыбнулся, что было понятно, что это просто так было сказано, да, реверанс, потому что все прекрасно понимают, что для Кремля более близкая кандидатура из двух президентов, если выбирать, конечно, им выгоднее был бы Дональд Трамп. И поэтому, конечно, идут реверансы. Идут реверансы как со стороны Кремля, и идут реверансы как со стороны же президента Трампа. Ну, реверансы реверансами, но однозначно, если кто-то думает, что США и Россия могут стать союзниками, для этого надо поменять доктрину национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. Там Россия наряду с Китаем, Ираном и Северной Кореей по сегодняшний день находится в списке главных противников Соединенных Штатов Америки. А исходя из этого, значит, с ними надо будет работать, да, иметь контакт. Дональд Трамп, бытность своего президентом, и с Си Цзиньпинем встречался, и с лидером Северной Кореи встречался, и с президентом России встречался. Единственное, что с иранским духовным лидером он не встречался, да. Вот, но опять же, он это не делал и сугубо из своей личной симпатии к Беньямину Нетаньяху и к особому отношению к тому же Израилю. Да, если взять на планете все страны, лучше всех он относится как раз-таки к Израилю и особенно к Беньямину Нетаньяху. Поэтому именно с Ираном у него будет более жесткая политика, я в этом не сомневаюсь. Просто другое дело, насколько будет, это цена вопроса, да, которая будет сегодня стоять перед тем же Ираном, насколько Иран согласится на это пойти. Да, если Иран уже целый год, как вы видите, делает реверансы, ищет варианты для того, чтобы пойти на какую-то сделку с Западом. И я думаю, поэтому Иран вот так жестко и не реагировал в противостоянии с тем же Израилем. Мы видели какой-то спектакль, который был разыгран, да, как со стороны Израиля, так и со стороны того же Ирана. То есть Израиль все, что хотел, он добился, кого надо, он уничтожил. А Иран, ни одна ракета не дошла ни до каких целей. То есть заранее, как Марио грабит банк по-итальянски, да, помните, был такой мультфильм в советское время. Вот. Это что касается этой тематики. Что касается, опять же, возможной встречи и контактов между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, я не сомневаюсь, что она будет. Она может даже быть я имею в виду, телефонный разговор однозначно можно ожидать в ближайшее время. Вот, для того, чтобы кончить спекуляции на тему того, что он вообще этим не занимается. Ну, я думаю, этот звонок подчеркнет, что Дональд Трамп интересуется это российско-украинским противостоянием, и этим звонком он хочет подчеркнуть, что его подход отличается от подхода Джо Байдена. Вот. Но это чисто риторика, это чисто, так сказать, дипломатия. А конкретная работа, во-первых, она идет за кулисами. Я не сомневаюсь, что представители Трампа и представители Владимира Путина общаются. Конкретно они общались и во время предвыборной кампании, однозначно они общались и до предвыборной кампании. Это не скрывается. Вы вспомните книгу Вудфорда, который это подчеркнул там и говорил. И более того, когда президента Трампа спросили, он даже это не опровергал. Он сказал, я не собираюсь на эту тему отвечать. Ну, и никто же не запрещает ему общаться. То есть, другое дело, спрашивается, на какие темы они общались. Ну, наверняка вот обсуждали возможную повестку дня в случае возвращения Трампа в Белый дом. Ну, вот он вернулся. Есть, наверное, такие контакты. Ну, из опыта могу сказать, в большой политике всегда существуют близкие люди, у первых людей, которые, может быть, даже не облечены конкретными должностями. Напомню вам тот же Руди Джулиани, который многие вопросы решал частного порядка в вопросах касательно того же Дональда Трампа. Много еще других людей, которых мы не знаем, которые с ним играют в гольф, которые вообще не светятся в средствах массовой информации и не дают интервью. У них должность именно такая, чтобы не светиться. И это не только представитель разведки, да? Вот. Поэтому контакты они были, есть и будут. И вот эти контакты, когда подготовят все необходимое, потому что, когда люди встречаются на таком уровне, их команды должны провести всю необходимую эту черную работу, чтобы не тратить время, чтобы люди, первые лица, встречаясь, уже вся необходимая работа была бы проведена, и только бы осталось бы решить главные вопросы, которые они могут решить лицом к лицу друг с другом. Да? Вот, поэтому очень важно
посмотреть, как это будет выглядеть. Но я не сомневаюсь, решение будет приниматься после того, как это будет согласовано не только с Москвой, а это будет согласовано с Киевом. Я не сомневаюсь, без Киева, за спиной Киева, Дональд Трамп не будет принимать никаких решений, потому что он просто этого не сможет, ему этого не даст тот же президент Зеленский. Нынешняя ситуация, в которой находится Украина и президент Зеленский, это не 2014 год, это не тот президент, и Украина уже не та, а тем более после тех жертв, которые Украина принесла сегодня. Поэтому те ставки, которые повысила Россия, такие же ставки повысила та же Украина. И вот это придется разруливать Дональду Трампу. Поэтому, когда многие сегодня паникуют о том, да, понятно, на сегодняшний день ситуация такая, что и Дональд Трамп, и Владимир Путин, когда говорят, это за 24 часа решит, это значит, получается, за счет Украины. Потому что за 24 часа решит, это остановиться сегодня здесь, вот в той ситуации, когда есть. Но Украина пойдет на такую ситуацию. Значит, что-то должно быть такое, чтобы Украина на это согласилась. А что это такое? Я смотрю на план победы, который предложил президент Украины. Там есть моменты, на которые может пойти тот же Дональд Трамп. И это и прием НАТО, Украины в НАТО. Это и, потому что прием НАТО зависит от Соединенных Штатов Америки, от их воли политической. Вот. Или же должно быть что-то другое, как ситуация с тем же Израилем, с Южной Кореей, с той же Японией, да, и с военной базой Соединенных Штатов Америки на территории Украины. Это как раз-таки тот неядерное сдерживание в плане победы Украины, о котором говорил президент Зеленский. То есть варианты есть. Варианты есть. То есть такая железобетонная, стопроцентная гарантия. Да? Вот Израиль уже сколько лет существует и в таком вражеском окружении. И довольно неплохо существует. Вот. Что касается той же Японии, там и ядерное оружие на Окинаве находится, американская военная база. Вот, на Южной Корее точно такая же ситуация. Просто южнокорейский вариант это немножко отличается от ближневосточного и от японского варианта, потому что там есть потери территории, вот этой всей Северной Кореи, да, вот, о котором тоже сегодня очень многие сегодня рассуждают. Поэтому, знаете, вариантов в достаточном количестве, на которые можно пойти, если это будет принято всем украинским обществом. Я не думаю, что Дональд Трамп сможет реализовать какой-то план, который не будет принят истеблишментом Украины и всем украинским обществом. Ему придется с этим считаться. Потому что Украина, еще раз повторюсь, это не Украина 2014 года. Да, господин Янус, и последний вопрос. Вот рано или поздно, да, все войны оканчиваются за столом переговоров. И эта война тоже так окончится. Но у меня вопрос, а что дальше? Кто и как может нам гарантировать, что Путин, Россия, Кремль не соберут опять большую армию и опять не нападут? И какие вы видите варианты? Вступление в НАТО как-то, ну, если бы Альянс хотел, он бы же давно уже пригласил, да, или сказал бы, что вот дал приглашение, да. Или искать какие-то пути, как Азербайджан и Турция, или размещение в Украине каких-то баз НАТО, не вступление в НАТО, ну, может, даже не НАТО, а других каких-то структур. Как вы видите развитие этого сотрудничества с Альянсом или искать другие варианты? Я частично уже как будто бы ответил на этот вопрос, но могу более расширить его, мое понимание. Вот. Давайте не будем обманываться, да. НАТО – это Соединенные Штаты Америки. Если будет принята политическая воля здесь, в Белом доме, президентом Соединенных Штатов Америки, генерального секретаря последнее слово за президентом Соединенных Штатов Америки. Вот Рюте назначил Джо Байден. Все. И все с этим считаются. Вот. Поэтому, если этот генеральный секретарь не понравится Дональду Трампу, и если он захочет его сместить, но если в результате тех решений, которые нужны ему, он может это сделать однозначно, да, и как бы это НАТО не сопротивлялось. Поэтому надо понимать, что такое. НАТО – это военная организация. Да, военно-политическая, но первое слово – военная. И в этой первой армии – это Соединенные Штаты Америки. Вторая по масштабам, да, без ядерного оружия, но это Турция. Третья армия – это Франция. Там 200 тысяч. Четвертая армия – это Великобритания. Ну, Франция и Великобритания, они имеют ядерное оружие. Великобритания там где-то 75-80 тысяч. У Турции миллионная армия. У американцев и того больше. То есть я к тому говорю, а в Европе нет больше армий.
В Европе, вы же видите, да, сейчас, поэтому они находились под американским зонтиком. Они вот сейчас пожарным методом хотят создать свою армию, хотят возродить военно-промышленный комплекс и все остальное. И Америка, естественно, на этом спекулирует, и в первую очередь вот, это тактика того же Дональда Трампа. Да? Видите, она сработала, но она сработала после начала полномасштабной агрессии России против Украины. И посмотрим варианты, какие есть. Варианты, один вариант – это прием НАТО. Да, если принимается в НАТО, тогда однозначно цель, которую поставила Украина перед собой, и против которой выступает та же Россия, это дает хороший карт-бланш президенту Зеленскому и всему его команде, чтобы украинское общество, то есть мы боролись за прием в Евросоюз и за НАТО. То есть за это боролись все на постсоветском пространстве, никто этого не добился, да? Ну, я страны Балтии не имею в виду. Ни Грузия, ни все. То есть Грузия была наказана в 2008 году за эту тенденцию, Украина была наказана за это в 2014 году. И Украина сейчас полностью оказалась в такой ситуации именно за эти тенденции. Да? И если этим самым... Потому что на Финляндию, на Швецию Москва, видите, совершенно не реагировала. Они тоже, да, приняли в НАТО. Они тоже, да, после 1997 года. И они непосредственно границу имеют. Почему Москва так спокойно на них реагирует? Потому что это до лампочки, по большому счету. Да? Их в первую очередь интересует Украина и Беларусь. Это государства, образующие географии для Российской империи, для Советского Союза и для нынешней России. Поэтому это еще и Черноморский флот, это Черное море. Поэтому, естественно, здесь они будут стоять намертво. И поэтому здесь они не хотят. И Грузия в том числе. Они не хотят ни Грузию, ни Армению они не допустят туда. Поэтому вот все то, что находится в подбрюшье, да, непосредственно бывшей территории Советского Союза, естественно, поэтому они так жестко на это и реагируют. И если здесь есть, будет проявляться политическая воля, и в НАТО их примут, и в Евросоюз, тогда здесь сможет сработать тогда южнокорейский вариант, так скажем, да, то есть до поры до времени, а потом уже в Кремле же тоже не вечно сидят. Был когда-то Андропов, потом пришел и Михаил Горбачев. И Советский Союз развалился, и очень много и страны Балтии обратно вернулись в лоно западного мира. Да. То есть можно много чего решать, но для этого надо, чтобы эта территория была бы именно так, в этой же системе. Да. Возможный вариант, потому что на южнокорейском перешейке, на границе, там стоят 50 тысяч американских солдат. И они там уже стоят с 53-го года, кажется. Почти что, посмотрите, сколько лет. Это уже почти 70 лет они там стоят. То есть, посмотрите на Северную Корею, посмотрите на Южную Корею. Да? Черно-белое кино, цветное кино. И там американцы. И вот на днях они туда отправили подводные лодки с ядерными боезарядами. То есть никто на Южную Корею нападать не будет. Это однозначно. Ни Китай, ни Север. Потому что им придется напрямую иметь дело с американцами. Потому что у американцев конкретный договор с ними. Да? То есть это Южная Корея, это стратегический партнер США вне НАТО. И Япония так, и Израиль так. И поэтому эти страны спокойны, и они не хотят не вступать ни в какие альянсы. Им достаточно одних Соединенных Штатов Америки. То есть и здесь вариант есть. Да? Или надо через НАТО, или надо напрямую Соединенным Штатам Америки. Да, после Соединенных Штатов Америки, по-географически, если мы говорим Европа, да, ближе всего, это, конечно, Великобритания из всех стран, которые есть, которые могут реально вписаться. Потому что, во-первых, Великобритания – это главный союзник в Европе тех же Соединенных Штатов Америки, это англосаксы, и поэтому Великобритания далеко не случайно вышла из Евросоюза после Брексита, и у нее совершенно другая политика. И напоминаю историю Второй мировой войны. Черчилль, Рузвельт и все остальное. То есть, когда вся Европа пала, Великобритания осталась, и американцы вписались только тогда. Да? Поэтому это надо понимать. Второй вариант после Соединенных Штатов Америки – это та же Великобритания, да, с такими же гарантиями. Вариант НАТО, Евросоюза – это тоже еще один вариант. То есть я когда говорю Соединенные Штаты Америки, я когда говорю Великобритания, это такой же вариант, как Азербайджан-Турция, да, вот после Шушинской декларации. У нас тоже Шушинская декларация подписана, и сегодня с ней считаются все. И Соединенные Штаты Америки будут считаться, и Брюссель, и Франция, и Россия, и тот же Иран. Потому что если кто-то нападет, даже ядерная Россия нападет, например, да, или запланирует напасть на Азербайджан, она будет иметь дело со второй армией НАТО. А если турецкая армия туда впишется, как вы сами понимаете, многие в НАТО просто так сидеть не будут в этой ситуации. Тем более, если это будет Россия, или тем более это будет тот же Иран. Поэтому у нас Шушинская декларация, она посильнее пятой графы, пятого пункта того же НАТО. Который пятый пункт НАТО по сегодняшний день ни разу не исполнялся. Никем.
На словах, да, только вот когда после 11 сентября 2001 года это было. Ну, так, опять же, они все просто поддержали Соединенные Штаты Америки. Но это же на земле все делали Соединенные Штаты Америки. И на земле всегда воевали Соединенные Штаты Америки. И в Корее рядом с американцами были всегда только турки. В первую очередь, я имею в виду на земле, да, а вот по многим вопросам к ним добавлялись и Великобритания, и та же Франция, да, частично те же итальянцы. Вот сейчас, например, касательно Израиль, Иран, да, если вы видели, они там сбивали очень многие моменты. То есть я к чему веду, чтобы нам было понятно, да, вот когда мы говорим о гарантиях безопасности. Варианты есть, но в первую очередь, вот когда, я так понимаю, Дональд Трамп с президентом Зеленским разговаривали, если президент Трамп сказал ему, я тебе дам эти гарантии безопасности эти силы, как Америка, как президент Америки, да, я вот сделаю это юридически оформлю, это будет так, как вариант с тем же Израилем, я установлю там военную базу Америки, и там будет и ядерное оружие находиться, там будет и F-35 находиться, все, что надо, да, и с этим придется всем считаться в этом мире, всем. То есть вот такого типа, да, это как раз тот, я так понимаю, вот планы победы, вот это не ядерный сдерживающий фактор. То есть не ядерный сдерживание. То есть у Украины нет ядерного статуса. Вот, например, у Турции нет ядерного оружия, да? Но на базе Инджелик находится ядерное оружие. Там 50 ядерных боеголовок находится на этом. Но кнопка находится, конечно, в Вашингтоне, да? Но опять же они находятся на территории Турции. И это американская военная база, да? И она находится там со времен Советского Союза. Потому что Турция и Израиль со времен Советского Союза в этом регионе были глазами и ушами, так сказать, блока НАТО, да, и Соединенных Штатов Америки в первую очередь в противостоянии с Советским Союзом. Точно такое же можно создать на территории той же Украины, не называя это НАТО. Не называя это НАТО. То есть американцы это могут сделать, и они не будут спрашивать разрешения ни у кого на планете, ни у России, ни у Китая. Для этого нужна только политическая воля первого лица здесь и его команды, да. Вот, проявит президент Трамп или нет. То есть, если украинцы, украинский истеблишмент это почувствуют, что вот да, тема за... Потому что чем слышать вот эти дурацкие разговоры с 2008 года, двери НАТО для вас открыты, мы вас примем, но уже все понимают, что это уже ложь. Вот я, во всяком случае, уже 35 лет большой политики, я уже понимаю, да, если я 35 лет тому назад, находясь в правительстве, мне было 33 года, молодой человек, да, точно так же огромное количество таких же, как и я, которые пришли тогда, мы же не могли представить себе, что Соединенные Штаты Америки, которые победили в войне с Советским Союзом, и вдруг они придут, так нагло будут врать. Ну, мы же стремились к евроинтеграции, к НАТО и так далее, и тому подобное. И что получили взамен? Они за нашей спиной пошли на сделку с Кремлем, за спиной Грузии пошли на сделку с Кремлем, за спиной Молдов, за спиной Украины, вот точно так же. И теперь, как вы думаете, с высоты этих прожитых лет, нынешней ситуации, вот, глядя на все это предательство на других географиях, я буду за это ратовать? Нет, никогда. Я сегодня говорю, даром Азербайджану не нужно НАТО, Азербайджану не нужен Евросоюз, Азербайджану вообще не нужны никакие блоки. Азербайджану нужны надежные союзники, которые за Азербайджан впишутся. И мы со всеми будем прагматичны отношениях. У нас с Евросоюзом стратегические отношения, экономические, вот, деньги делаем с ним, с Китаем точно так же, мы с Россией делаем деньги, с Ираном делаем деньги, все. Но мы, делая эти деньги, мы сначала решили вопрос безопасности. Вот у нас есть Шушинская декларация, и если кто-то захочет напасть на магистраль Баку-Джейхан, Баку-Тбилиси-Карс, вот эти все нефтепроводы, газопроводы, вот эта вся логистика, все, они будут иметь дело со всеми теми странами и компаниями, которые туда вложили деньги, British Petroleum там, и другие, да, и американские компании, которые все там вложились. И в первую очередь они будут считаться с той же Турцией, которая имеет эти отношения с Азербайджаном. У нас подписанный договор, похожий, как с Евросоюзом, с тем же Китаем мы подписали. У нас вроде подписан договор о партнерских отношениях с той же Россией. Поэтому Россия всегда как будто бы на словах хорошо к нам относилась, но до поры до времени. Но она 200 лет нас дербанила, да, и разделила вместе с нас с Ираном, и после Советского Союза тот же Ельцин, первая Карабахская война, как нас наказали. А сегодня, видите, она по-другому сегодня ведет, потому что у нее идет противостояние на других географиях, и особенно с тем же Западом, да, и ей важно здесь иметь лояльность того же Азербайджана и той же Турции. И поэтому из армяноцентричной политики у них стала уже совершенно другая политика. У них нет армяноцентричности. У них нет даже азербайджаноцентричности. Да? Ну, они, естественно, смотрят, что им выгодно сегодня. Им выгодно сегодня иметь хорошие лояльные отношения с Азербайджаном, хорошие лояльные отношения с Турцией. Нас это устраивает? Нас это устраивает. Иран теперь с этим считается, стал шелковым в этой ситуации. Но это же не говорит о том, что это вечно будет так.
Завтра они такие хорошие, то есть сегодня они такие хорошие, нормальные вроде бы на словах, а завтра как может быть, конъюнктура может поменяться. Поэтому мы должны быть готовы к этому на века. И поэтому у нас будет вот эта Шушинская декларация на века. Президенты, которые сегодня есть, заложили этот фундамент не на то, что это пока они президенты, это на века. И договор, который должен заключен быть между Азербайджаном и Арменией, на века он должен быть. И вот через эту призму и Украина так должна быть. То есть у вас должны быть союзники на века. Вот как, например, 70 лет Израиль с Соединенными Штатами Америки. Вот столько же, 70 лет Израиль с Южной Кореей. 70 лет Израиль после Второй мировой с той же Японией. Посмотрите, во что превратилась Япония, во что превратилась Южная Корея. Тот же Израиль сегодня самая благополучная страна вот в этом окружении, в этом регионе. Да? Вот, и в военно-техническом плане, в экономическом плане, и по многим других моментам. Да? У них есть и ядерное оружие, у них прекрасная армия и много еще другое. Но просто для того, чтобы все это произошло, нужна политическая воля Соединенных Штатов Америки, политического истеблишмента и конкретно первого лица. Да? То есть и вот после этого любой пойдет на мир через силу, да? Будь то Китай, будь то Россия, потому что напрямую им придется дело иметь с теми же Соединенными Штатами. А Соединенные Штаты Америки за все эти годы, они так усилят тот же Китай. Если Израиль на такой маленькой географии так усилился сегодня, да, и с этим все считаются в этой географии, и Израиль многие вопросы там решает без американцев. Американцы просто подвозят туда эсминцы свои, на всякий случай, мы там стоим, имейте в виду. Но Украина это не Израиль, и географически, и своим человеческим потенциалом. И я напоминаю, что Украина была номер один военно-промышленный комплекс Советского Союза. Это же все есть. Это, если это возразить, и если американцы вложатся туда, можете представить себе, что будет собой представлять Украина на европейском континенте. И будет посильнее, чем той же Германии, той же Франции, да, если американцы туда вложатся. То есть американцы могут сделать из этой территории такую же Южную Корею, такую же Японию. Да? Но для этого надо, чтобы американцы этого захотели. Вот. То есть вот для этого нужна политическая воля. То есть когда-то политические лидеры Америки, вот в 70-е годы, да, тот же Никсон, Киссинджер, они же приняли такое политическое решение касательно Тайваня и Китая. И поменяли их местами в Совете Безопасности ООН. И после этого, благодаря Дэн Сяопину, да, тогда был, и тогда вот Генри Киссинджер был, и Никсон. И мы увидели тот современный Китай. Китай, который был при Мао Цзэдуне с культурной революцией, который миллионы жертв там убивали, да, и нищета. И тот современный Китай, который мы сегодня видим, это 70-е годы. Вот эта политическая воля, которая была принята, и тогда эта политическая воля была принята в пику Советскому Союзу. Напоминаю, тогда Советский Союз, поэтому с Китаем были плохие отношения. Да? Американцы как раз-таки на этом сыграли. Вот американцы сейчас в этом треугольнике будут работать. США, Китай, Россия. Потому что для них Россия нужна им в качестве сдерживающего фактора против Китая. Значит, и с Россией придется им договариваться. Но я не думаю, что это надо будет делать за счет Украины. Или Украина согласится в этой ситуации. Да? Если в 2014 году еще можно было предположить, в принципе, так они и поступили. То есть вот тогда лапки кверху мы ничего не могли сделать. Но сегодня, после того, через что вы прошли, я не думаю, что будь то Дональд Трамп или два Дональда Трампа будут в Белом доме сидеть, он это прекрасно понимает. Вот то, что я это все сказал, это в предвыборной кампании это не скажешь. Это когда садишься в кабинет, перед тобой собирается разведка, собирается Пентагон, собираются специалисты, вот вся эта закрытая информация. Это я вам сказал на уровне моей аналитики. А если бы я еще владел бы вот всей этой секретной информацией, которую ему поставят перед ним, тогда он будет понимать, что у него есть, какие у него сильные стороны и какие у него слабые стороны. Какие слабые стороны у той же России, какие сильные слабые стороны у той же Украины, у Китая сейчас. И тогда он будет принимать решение. А так вот просто пришел в кабинет, поднял трубку и решил этот вопрос. Это совершенно не та страна. Соединенные Штаты Америки, это не Россия, это не Китай, это совершенно другая ситуация, поэтому здесь надо будет все взвешивать. И я очень надеюсь на то, что вот то, что я вам обрисовал, это частично соответствует тому плану победы или некоторым моментам этого плана победы, который хотел бы анонсировать президент Зеленский. Потому что пока, если за вас никто, потому что гарантии безопасности Украины сегодня должен обеспечить кто-то из постоянных членов Совета Безопасности, который за Украину впишется. За Азербайджан вписался непостоянный член Совета Безопасности, но это вторая армия НАТО. А это очень тоже сильный аргумент. И если сегодня многополярный мир как-то пойдет не в ту сторону, или кто-то что-то будет не то делать, я не сомневаюсь, придет время, что и Турция захочет иметь ядерное оружие.
Чем Турция хуже Северной Кореи, чем Турция хуже того же Ирана, того же Израиля. У Израиля тоже есть ядерное оружие. Почему у Израиля есть, а у Турции не может быть? Израиль союзник США, Турция союзник США. Турция вообще член НАТО. Поэтому, если сегодня этот вопрос не поднимается, завтра он может подняться. Как же президент Зеленский сказал, если мы сегодня этот вопрос не поднимаем, потому что вы нас кинули после 1994 года по Будапештскому меморандуму, и если вы будете нас сегодня давить и думать, что 2014 год, мы можем сильно сопротивляться, и если нация вся будет поддерживать президента Зеленского, с этим придется всем считаться, и президенту Трампу в том числе. Очень надеюсь на это, господин Юнус. Спасибо вам за этот разговор. Еще раз вас поздравляю с вашим днем рождения, который был 3 дня назад. И вы знаете, я думаю, в ближайшие недели, месяцы мы увидим, да, какие-то шаги. И с вами будем, я очень надеюсь, будем иметь возможность проговорить, кто кого наберет, что скажет. И вот об этом будем анализировать и слушать вас. Спасибо большое вам. Дякую, до побачення. Слава Україні. Героям слава. Що ж, мене звати Ігор Гаврищак. Ви традиційно поставте вподобайку цьому відео, прокоментуйте, підпишіться і, звичайно ж, обов'язково поділіться цією розмовою. Побачимось в ефірі 24 каналу.